Здравствуйте, мои дорогие! Значит, начинаем лекцию по цикл моих рассказов по витаминам. Начинаем с витамина С. Значит, несмотря на все обилие других витаминов в перечне, этот витамин является самым основным, и его дефицит часто недооценен очень сильно, и он бывает очень огромным. Давайте сначала рассмотрим, что такое вообще витамины. Витамины – это такая группа веществ, то есть, которые необходимы организму. Некоторые из них могут быть выработаны внутри организма, а основная часть не может быть выработана в организме и требуется человеку извне. То есть мы должны откуда-то съесть, взять его. Часть витаминов, все витамины в основном были открыты еще, наверное, в 30-е годы. Основные все витамины были открыты, то есть примерно 100 лет назад. Открыты, классифицированы, в общем, была придумана такая классификация буквенная для витаминов группы В, еще и цифровая, В1, В2 и так далее. Значит, вид означает здесь слово «жизнь», амин относится к азотистым соединениям. Ученый, который описывал витамин В1, назвал его тиамин, и он полагал, что все остальные вещества тоже будут содержать в себе азотистые какие-то части, то есть какие-то молекулы азота. Но этого не произошло, но название так и закрепилось – витамин. Витамин С, он же аскорбиновая кислота, если быть точным, L-аскорбиновая кислота. В данном случае L означает форму молекулы, те атомы, из которых составлена молекула аскорбиновой кислоты, они могут в силу напряжений, которые в них возникают, могут скрутиться таким или таким образом. И из-за этого они бывают 4 разных пространственных форм. То есть одни и те же атомы, но они расположены разным способом. В результате получается 4 вида. Это называется изомеры. 4 изомера. Из них биологически активный для человека необходим только L-аскорбиновая кислота. L-аскорбиновая кислота, она создается организмами, и мы можем получить ее с пищей, то есть съев какие-то другие организмы. Если мы смешаем все эти атомы и все эти какие-то там вещества и попробуем получить эту аскорбиновую кислоту, у нас получится и 3 других изомера тоже, и поэтому такой способ производства не применяется. Ее производят из соединений, из веществ, которые добыты вот прям в живой природе. Обычно там берут крахмал, картофельный, кукурузный, еще какой-то. Берут крахмал, его немножко перерабатывают, получают глюкозу, немножко перерабатывают, получают витамин С. Витамин С содержится в фруктах, в некоторых овощах, в разном количестве. Все организмы, практически все, которых мы видим рядом с собой, это кошки, собаки, это коровы, это голуби за окном, это воробьи. У всех у них в организме вырабатывается витамин С. Но он не вырабатывается, значит, так, сейчас, минутку, я тут строю. Но он не вырабатывается у, значит, приматов, к которым относится человек, не вырабатывается у морских свинок, не вырабатывается у летучих лисиц, еще у каких-то там животных. То есть не так много животных, которые не способны вырабатывать витамин С. Вот приматы относятся к ним, человек относится к ним, поэтому вы видите, что обезьяны не живут здесь вокруг нас, в северных краях, потому что обезьянам для жизни необходим витамин С. И нам нужен витамин С. Но мы приспособились, мы способны собирать фрукты, заготавливать их, хранить. Обезьяны не делают запасов, и они не могут так сильно распространиться. А то бы они нас уже бегали бы, точно так же, как у нас кошки бегают, точно так же, как еноты где-то бегают. У нас бегали бы обезьяны и чистили бы наши мусорки. Что делает витамин С в организме? Да?
Значит, ну, давайте допишем, что он у нас не вырабатывается, да, нужен извне, нужно его получать, не вырабатывается. Значит, чем основная его функция, это он антиоксидант. В организме возникают самопроизвольно или под воздействием внешних факторов так называемые свободные радикалы. Это молекулы каких-то веществ, у которых потерян один электрон. И они хотят его добыть, и они его крадут, прям вырывают у других каких-то молекул. Вырывают этот электрон, и та молекула страдает и разрушается, перестает выполнять свои функции. Так разрушаются ткани, разрушаются органы, нарушается нормальная работа каких-то систем в организме. Вот эти свободные радикалы, они вот такое вот творят безобразие. Они могут возникать от радиационного облучения, от химического отравления, от бактериального отравления, когда у вас инфекция выделяет все время каких-то много ненужных веществ. Есть микроорганизмы, которые специально какие-то выделяют вещества. Там змея может укусить, да, там, вы можете яд где-то получить, выпить. Прием лекарственных средств тоже способствует появлению большого количества свободных радикалов. Антиоксиданты нейтрализуют эти свободные радикалы. Чем больше свободных радикалов, чем больше отравления, чем больше инфекций в организме, тем больше ему нужно, конечно, антиоксидантов. То есть у нас витамин С является антиоксидант. Следующая важнейшая функция витамина С – это он абсолютно необходим для производства коллагена. Коллаген – такое вещество, белок тела, который используется во всей соединительной ткани. В хрящах, в суставах, в сухожилиях, в коже, в каких-то там тягах. В общем, в очень многих местах используется коллаген. Давайте запишу. Коллаген. Этот белок настолько многочислен в теле и настолько во многих местах используется, что он составляет где-то от 25 до 40% всей массы белков тела. Всей массы белков тела. Это самый многочисленный белок в нашем организме. Если витамина С не хватает, коллаген производится рыхлый и не выполняет своих функций. Поэтому мы можем видеть, что у человека лицо становится сморщенным, кожа шелушится. Значит, вот основное это вот как бы вот морщины и как бы что кожа как бы стареет. Вот это вот проявление того, что коллаген производится некачественный и значит витамина С недостаточно. Далее. Этот коллаген также, если это видно по нашему лицу, внутри тела он тоже будет некачественный, и это делает органы внутренние уязвимыми для каких-то внешних воздействий, но в первую очередь, конечно, инфекционных. Значит, теперь, что касается признаков того, что витамина С недостаточно и что нужно его откуда-то взять дополнительно. Это воспалительный процесс, высокая температура. Воспалительный процесс может протекать бестемпературно, например, ломота какая-то, или какие-то органы в принципе болеют, или лимфатические узлы могут быть набухшими. То есть воспалительный процесс идет, но этого не видно по высокой температуре. Когда высокая температура, это очевидно, что у нас есть воспалительный процесс. Дальше. Отравления любые, токсикация какая-то организма. Отравления могут быть просто химические, веществами, бытовая какая-то химия, да, или реальные яды. Значит, могут быть отравления какими-то металлами, да, например, там есть ядовитые соли алюминия, соли свинца. Отравление, токсикация. Токсинами называются яды, которые выделяются
живыми организмами. Бактерии очень любят всякие токсины изготовлять. Или эти токсины могут быть как продукт переработки этих вот каких-то веществ, выделяемых бактериями. Дальше. Следующее – это проблемы с зубами. То есть зубы, кариес, шатаются зубы, то, что называется пародонтоз, да? Шатаются зубы. Следующее. Кровоточивость, кровоподтеки, синяки. Склонность к синякам. Если вы склонны к синякам, носовые кровотечения, кстати, тоже, да? Если вы склонны к синякам, это видно по вашей коже, то внутри у вас любые какие-то трудности с внутренними органами тоже могут приводить к тому, что будут образовываться синяки. Дальше. Так, здесь у меня небольшие набросочки. Ну, соответственно, если у вас были какие-то операции, тоже необходимо витамин С обязательно. Здесь же к воспалению мы отнесем еще, например, проблемы с суставами, то есть когда воспалительные процессы в суставах или когда трудности с суставами какими-то происходят. Далее, что касается количеств, которые необходимы организму витамина С. Установленные нормы потребления достаточно смешны, они меньше 100 мг в сутки, хотя было бы разумно предположить, что если наш организм не синтезирует витамин С, то можно посчитать, сколько же у других животных синтезируется витамина С. Такие расчеты были произведены уже давно, эти факты все известны, и в пересчете, то есть организм крысы вырабатывает в сутки, в пересчете на массу тела человека 4-5 тысяч миллиграмм, 4-5 грамма витамина С в сутки в обычном состоянии, не болезненном, не стрессовом. Поэтому логично предположить, что у нас норма должна быть бы 4000-5000 миллиграмм. Понимаете? Вот такая норма должна быть, но она у нас меньше 100 миллиграмм. Значит, казалось бы, ну, как вот эта норма, ну, вообще, казалось бы, норма какая-то нужна, да, у нас вот есть везде нормы, везде стандарты у врачей, но в случае с витамином С это вообще достаточно странно, потому что он нужен просто, чтобы заливать, нейтрализовать вот какой-то огонь, воспалительные процессы, просто чтобы их нейтрализовать. Чем больше воспаления, чем больше токсинов, чем больше человек получил ядов, тем больше в него должно быть влито витамина С. Я здесь хочу сослаться на вот цитату из книги Адель Дэвис. Она пишет про исследование Фредерика Кленнера. Фредерик Кленнер – это врач, который работал в Северной Калифорнии, и уже в 40-х годах он исследовал основные свойства витамина С. И он использовал в своей клинике витамин С. И он ставил на ноги больных, используя вот эти вот дозы. Он излечивал с их помощью тяжелые очень случаи, вирусные инфекции, самые разные. Так вот, что пишет Фредерик Кленнер. Да? После инъекции тяжело больному большой дозы витамина С уже через несколько минут его не остается в крови. При этом в моче его тоже не обнаруживается, поскольку, как считает доктор Кленнер, этот витамин сразу же весь расходуется, связывая токсины. Благодаря этому и происходит быстрая нормализация температуры тела. В тех случаях, когда имеет место повторное повышение температуры, начальная доза витамина С, скорее всего, была недостаточной. Далее здесь же пишется, что в тяжелых случаях в клинике доктора Кленнера делались внутривенные вливания 50-100 грамм, то есть 50 тысяч, 100 тысяч миллиграмм витамина С. И проходили пневмонии, проходили
тяжелые очень вещи, которые сейчас просто вот там и антибиотиками там не всегда удается вылечить. Соответственно, Фредерик Клинер вливал от 50 до 150 граммов витамина С в сутки. Делал он это в виде аскорбата натрия, потому что кислоту вливать в кровь это неправильно. Вот. Но аскорбат натрия это соль соль аскорбиновой кислоты, натриевая соль. Ну, как у нас, допустим, обычная соль поваренная это хлорид натрия, то есть соль соляной кислоты, да? То аскорбат натрия это соль аскорбиновой кислоты. Аскорбат натрия. Вот. Собственно, аскорбат-то используется как действующее вещество, потому что кислота тоже распадается в крови на, соответственно, водород и аскорбат. Дальше, по поводу этих норм. То есть, соответственно, вот я могу сказать, что с тех пор, как я лично стал употреблять витамин С, сначала только во время заболевания, то есть, когда есть вирусная какая-то инфекция, еще что-то, я стал его употреблять, там, 1000, там, 2000 в день, да. И я заметил, что тут же у меня температура начала спадать. И потом вирусные инфекции, какие-то заболевания, которыми все болеют, меня стали миновать. То есть я как бы, заболевание стало выглядеть так, что я немножко расстроен в течение дня и как бы настроение не такое хорошее. Вот и все заболевание. Так действует витамин С. Он просто вот как бы именно при его недостатке эта болезнь продолжается. У нас, видите, то, чем болеет человек, не болеют там особо ни кошки, ни собаки, ни коровы. Они все работают и работают, живут и живут. Но человек постоянно какими-то инфекциями простужается, постоянно с температурой валяется. Это недостаток витамина С. То, что он сейчас попал немножко у нас в загон, в смысле он стал в загоне, то есть он как бы попал в опалу, я бы сказал. Это уже происходит на протяжении последних лет 50 точно, а то и больше. Значит, постоянно какие-то очерняющие статьи, еще что-то. Но я вам хочу сказать, что витамин С, килограмм витамина С, килограмм аскорбата стоит 1000 рублей. Можно купить за 1000 рублей. Это же несравнимо с одной инъекцией чудодейственного вещества, которую сейчас во время пандемии продают за 90 тысяч рублей. Есть разница, понимаете? Более того, это вещество за 90 тысяч ты можешь сам производить, а можешь по защищенному патенту отдать десятку еще больниц, и они будут производить. А ты будешь только получать патентный доход. На производство витамина С патента нет. Что касается натурального и синтетического витамина С, то тут разница такая, что витамин С, который по самому действию аскорбиновой кислоты разницы нет. Она там такая же точно, молекула такая же точно и действует точно так же. Но в натуральном витамине С, который вы получаете из растений, из фруктов, там есть еще в его составе всегда так называемый витамин П. Сейчас он не называется витамин П, убран из классификации, о нем будет отдельная лекция. Сейчас они называются, эти вещества, эта группа веществ называется полифенолы. Полифенолы. Из них там наиболее известны это биофлавониды, экстракт зеленого чая, экстракт зеленого кофе, экстракт виноградных косточек. Под разными словами мы можем их услышать. Но это все полифенолы, они абсолютно необходимы для работы витамина С. Собственно, именно они устраняют кровоточивость, десен, именно они укрепляют капилляры. И они работают в паре с витамином С. Когда вы принимаете большие дозы витамина С, вы должны принимать большие дозы этих веществ. Или поедать их обычно. Об этом будет отдельная, в общем, история, отдельный рассказ. В общем-то, по витамину С все. Я рад, что дошли руки это все вам рассказать. И смешной русский язык, дошли руки, чтобы это рассказать. Я хочу вам пожелать хорошего здоровья. Берегите себя и своих близких, используйте свои знания для того, чтобы сберечь здоровье и вернуть его себе и дальше сохранять. С вами был Олег Анучин. Всех благ, хороших дней. До свидания.